Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и гости канала. Я нахожусь у себя в спальне, и у меня за спиной вот такое довольно большое окно. И зимой некоторые растения, которые у меня стоят на подоконнике, они страдают от того, что мы на ночь закрываем шторку, и там температура начинает понижаться. В частности, речь идет о вот таком вот интересном растении, как перец. Перец горький, очень вкусный, мне нравится, он хорошо плодоносит, получаются такие красные перчинки. Он начал терять листики, перчинки начинают обвисать. Я решил временно попробовать, поставил вот так стул, несколько книг и оставил вот такой позиции этого перца. В итоге он начал оживать, начал наращивать листики, и я считаю, что ему здесь будет лучше. Поэтому я пришел к мысли сделать такую полочку, которую можно повесить на батарее и поставить вот эти перцы, и он уже будет в комнате. То есть даже когда я закрою окошечко, все равно температура 20 или 21 будет у него всегда. И это будет, я думаю, хорошо. Поэтому работа несложная. Я не буду использовать каких-то там, как обычно, там токарные станки и так далее. Максимум это сварочный аппарат, болгарка. Поэтому если у кого есть такие вот проблемы, как у меня, можете посмотреть, как это я буду делать и что из этого получится. Я приглашаю вас к себе в мастерскую, и потом мы здесь подцепим вот эту полочку и посмотрим, как это все дело будет. Вперед! Для начала замеряю вот это расстояние. И составляет оно у нас 13 миллиметров. Вот таким вот образом будет крепиться основание для полочки. Только здесь удлиню. И вот это расстояние между вот такими вот ребрами. Что мне нужно будет? Ну, для начала я купил вот такую вот доску. В принципе, можно использовать, я думаю, ламинат или что-то подобное. И также ширина может быть немножко уже. И длину вы все это дело уже делаете под свои потребности. Ну и вот такая вот есть у меня полоска металла, немножко ржавая, которая будет основанием. Значит, у нас она 20 на 4. Длина где-то 1,30 м, наверное, 1,40 м. Сейчас я порежу полоску на нужные сегменты. Потом это все дело сварю вместе и прикреплю к вот этой досточке, предварительно, конечно, обработаю. Где-то так. Ширина моей доски 200 миллиметров. Ну, я думаю, основание сделаю тоже шириной 200. Оно немножко потом зайдет на доску и не будет торчать. Наверное, это будет самый оптимальный вариант. Значит, мне надо 2 кусочка по 200, даже 4, и несколько коротеньких пластинок. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Сейчас я немножко наточили их, вот эти все заусеницы поубираю, чтобы не раниться. И будем продолжить. Ну, вот такие вот ржавые надо, конечно, почистить, потому что... Вообще-то я сделал глупость. Надо было, когда она была целая полоска, сразу чистить, потому что мелкие потом не очень удобно будет обрабатывать. Так что лучше зачистить изначально. Кронштейн крепления доски, по моему мнению, должен выглядеть вот таким вот образом. Вот здесь он будет цепляться за батарею. В этом месте будет лежать доска на вот таких вот приваренных пластиночках с отверстиями. Мы прикрутим ее, чтобы она, конструкция вся имела жесткость. И снизу
Вот здесь также будет приварена вот такая вот пластиночка, для того, чтобы в батарее упиралась не в одно какое-то место, а площадь была немножко шире. Вот это расстояние мы помним, мы замеряли. Значит, здесь я не буду умышленно делать углубление, так как вся конструкция, я так думаю, немножко провиснет. И за счет этого угла она станет чуть выше. Выберутся все зазоры, и я надеюсь, что эта вся досточка будет верхняя, будет находиться горизонтально, а без всяких там углов. Ну, где-то так. Сейчас я свариваю это все и креплю на доску после покраски. Да, надо еще просверлить отверстие перед тем, как варить, потому что потом будет неудобно, будет конструкция мешать нормально просверлить. Поэтому лучше это сделать заранее. Лак буду использовать акриловый, подходит по любым и по дереву, и по металлу. Слегка подсохло. Собираем. Значит, я должен поставить вот такие вот кронштейны на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Вот и все. Будем устанавливать. Так, хочу разместить его где-то с этой стороны. Я думаю, вот таким вот образом. Давайте посмотрим, как все получилось. Вот она стоит в вот такой вот позиции. Ее можно сместить туда или сюда, в зависимости. У нас батарея очень большая. Я делал так, чтобы упор был на две этих волны, поэтому специально поставил вот эту штучку. Я думаю, вы это уже поняли. Значит, очень крепко. Сейчас попробую поставить цветы и как оно будет. Так. Вот таким вот образом. Мне кажется, класс. Теперь, когда я закрыл вот такую шторку, они у меня находятся в тепле. Полочка получилась очень крепкая. Я думаю, можно сюда ставить много цветов. Вот такое вот небольшое видео сегодня с несложной работой.
Я думаю, мне еще Таня не видела ее. Я думаю, ей понравится. Я помню, раньше на балконах такие вот, помните, вешали, да и сейчас они, в принципе, есть, но как-то меньше. Вывешивали на балконе такие вот, только не полочки, а поддоны, куда ставили цветы. Вот это меня надохнуло именно вот это, как бы, воспоминание на вот такую вот конструкцию. Ее можно поместить на другую подобную батарею. У нас как бы в других комнатах есть. И я считаю, что это удобно. Все уголки я тут закруглил, чтобы детки, если что, не могли пораниться. Ну, вот так вот. Друзья, присоединяйтесь к каналу, подписывайтесь. У меня еще есть много интересных вещей. И если у вас есть вопросы, задавайте. Я буду рад на них ответить. Я вам всем желаю удачи. Пока.